Привет, я Саша. И я отношусь к той категории людей, которая мечтала, вот бы мне быть ведущей «Орла и решки» и хотя бы за $100, увидеть этот мир. И сейчас я путешествую, и формата Instagram Stories и постов мне стало недостаточно. Я хочу снять влог о своих путешествиях, и в этот раз хочу взять вас с собой. Сейчас я даже снимаю это все в процессе подготовки. Вот мой чемодан-штатив, дамская сумочка, все здесь еще организационные моменты. В этот раз чемодан-штатив не очень хорошая идея. В этот раз я беру вас с собой. Так что поехали! А точнее полетели. Летим мы из Румынии в Саудовскую Аравию. Билеты мы покупали через Киви, там мы находим самые дешевые варианты. Например, этот перелет нам обошелся в $300 с человека, что включало перелеты из Румынии в Саудовскую Аравию и Сингапур. За мой опыт перелета редко были какие-то изменения, но в этот раз... Как не сойти с ума в аэропорту? Тут зависаем на 6 часов, и в этом Саудовском Аравии надо будет зависнуть. В этом Саудовском Аравии. Да, мое склонение плохо работает, когда я устал. Будем делать обзор на аэропорт. Начинай. Сейчас? Да. Переход на обзор. Обзор мы, конечно, делать не будем, но да, наш первый перелет перенесли на несколько часов, и это подвинуло все часов на 12. Но мы сохраняли хорошее настроение, и вот, наконец, пришло время улетать. Я боюсь спать. Каждый раз это вспоминаешь, да? Наше золотое правило путешествия – это легкость движения, поэтому мы всегда путешествуем только с ручной кладью. Это означает, что у каждого из нас есть лишь рюкзак или маленький чемоданчик, как у меня. К этому мы добавляем по одной личной вещи, что дает нам дополнительное пространство, но сохраняет мобильность. Но помните, всегда проверяйте правила авиакомпании перед перелетом, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Тем временем мы наконец добрались до теплых стран. Что-то я не по погоде оделся. Вообще не по погоде. В Саудовской Аравии нам нужно будет ждать 13 часов следующего перелета, поэтому мы отправляемся в лаунж-зону. Для меня это было впервые, и мне понравилось. Лаунж-зона — это превосходно. Я выспалась, я поела, отдохнула, я переоделась. А дальше была одна из самых атмосферных поездок в моей жизни на такси. Да, оказалось, нам нужно быть в другом терминале, и вот мы отправляемся туда. В целом мы находимся практически на финишной прямой. Сейчас полетим, точнее, через часа 2 будет у нас посадка в Сингапур. И уже из Сингапура начнется. Интересный факт — это то, что... Ой, как называется сумка? А это? Это? Что это? Чемоданчик. Чемоданчик. Самое главное, что это чемоданчик. Слово чемоданчик Слово чума. от слова чемодан. В общем, по моим мешкам под глазами, я думаю, понятно, что в пути мы находимся давно. По видео, наверное, прошло пару минут, но по факту мы уже больше суток. В общем, наш перелет состоял из поездки в Бухарест из Молдовы, из Бухареста в Саудовскую Аравию. Здесь был маленький сюрприз, который включал в себя оплату туристической визы, которая в целом не планировалась и которая в целом нам не понадобилась, потому что нам открыли ее на 90 дней, а по факту мы посидели здесь 12 часов. $130. Вот так они выглядят. Поставь класс Сауди Аравии. К счастью, 12 часов мы провели классно, потому что мы нашли лаунж-зону. Я думаю, я показала уже, где мы поспали, поели, все было отлично. Переехали в другой терминал, и теперь ждем уже последней поездки, полет, точнее, в Сингапур. Последний этап нашего пути – это долгий, но удивительно комфортабельный перелет. На экранчике можно было проверять, не сбился ли с пути пилот, посмотреть фильмы с арабскими титрами. Авиакомпания позаботилась о нашем комфорте, маски для сна, вода, вкусная еда. Это все было предусмотрено, и вот мы уже здесь.
По прилету мы сразу начали исследовать аэропорт Чанги. Между терминалами ездят удобные поезда. И первое место, куда мы направились, это водопад Джувел. Это не просто красивая достопримечательность, это крупнейший внутренний водопад в мире. Вода падает с высоты 40 метров. На самом деле я это видела только у Варламова. Перед моими глазами я смотрю, а вы через мои глаза. Вот там проезжает поезд, который мы сейчас и увидим. Он специально замедляется, чтобы люди смогли полюбоваться и сделать фотографии, видео этого фонтана. Им, скорее всего, видно, что там внутри, хотя, может, не факт. На самом деле поезд ездит очень быстро, но здесь он специально проезжает супер медленно, потому что этот фонтан является одной из достопримечательностей Сингапура. И в целом уже не зря приехали. И деревья здесь, и цветы, они не искусственные. Это что-то даже может быть какое-то и редкое, потому что выглядит оно, конечно, невероятно. Вся эта волшебная атмосфера превращает ожидание рейса в незабываемое приключение. Здесь мы видим, как природа и современная архитектура сливаются в единое целое. Живые растения и деревья, окружающие водопад, создают уникальную атмосферу тропического леса. Здесь, возле водопада и даже поднимаясь на этажи выше, зелень продолжает радовать глаз. Вот отсюда пароход на мост, там идут люди. Он прозрачный, ты видишь все, и можно с более интересного ракурса полюбоваться фонтаном. Смотрите, он меня любит. Здесь развлечения на каждом шагу, от воздушной прогулки на канатной дороге до кинотеатров и интерактивных зон. Здесь легко можно забыть о времени, но основное мы уже посмотрели, и теперь пора отправляться исследовать Сингапур дальше. На дверях написано такси Any Direction, flat price 55 сингапурских долларов. Или можно скачать приложение GoJack и за 25 сингапурских долларов поехать куда надо. Какое приложение? GoJack. Расскажи, как ты вызвал его. Я скачал приложение GoJack. Ой, это он так быстро подъезжает? Нифига Да, себе. он вообще заезжает как дип. Оу, смотри, какая машиночка. Вау, как будто так и должно было быть. Как будто мы все-таки... Как будто, да, мы все-таки рекламируем это приложение. Наши чемоданы, которые не едут. Чемодан, да? Так я специально. Hello. Yes, you are welcome. Thank you very much. Уже во время поездки на такси Сингапур начал удивлять. Но сначала давайте заселимся в наш отель Ibis Budget, чтобы вы понимали, что в Сингапур мы приехали отдохнуть бюджетно. Это надо поставить сюда карточку, чтобы она работала. Все. И без бюджет. Рум-тур на наш маленький отельчик. Здесь у нас творческий беспорядочек. Это в целом и весь рум-тур, потому что за 375 долларов в Сингапуре можно снять только маленькую, где-то около 20 квадратных метров. 17 квадратных. Ну, дай мне хоть на 3 преувеличить. 17 квадратных метров для 3 человечков. Маленькую комнатку с телевизором. Душ вот там вот. Рабочее место, я бы даже сказала, есть. Вид на город. Андрей пересидел в самолете. Сколько выходов в самолете запасных, экстренных? Плохо ты слушал. До города мы тоже решили добраться бюджетно на автобусе. Смотрели по Google картам. К счастью, они показывают и номер автобуса, и где выходить, и сколько остановочек, поэтому все хорошо. Так как прибыли мы в Сингапур немного поздно, то сначала будем изучать вечерний город. Увидели Марину Бэй и просто гуляли.
Привет! Я взяла кофту. Холодно ей в Сингапуре. Вечером мы отправились на прогулку к захватывающим Садаму залива, где есть гигантские супер деревья. Отсюда, кстати, тоже видна Марина Бэй, но вернемся к деревьям. Эти футуристические деревья высотой до 50 метров не просто украшения, они выполняют важную экологическую функцию, собирая дождевую воду и генерируя солнечную энергию. Но один из самых приятных моментов – это вечернее шоу, которое происходит каждый вечер. Watch the super trees come to life and enjoy the show. После шоу мы пошли в соседний торговый центр, так как после 9 оказалось проблематично в той зоне найти, где поесть. Здесь была хорошая зона фудкорта с большим разнообразием и иностранной, и знакомой для нас кухни. Мы остановились на японской. Порция на человека вышла около 10 сингапурских долларов. И после мы также на автобусе отправились наконец-то спать в отель. Доброе утро. Пытаюсь разобраться с местным транспортом, ничего не понимаю. Да, одна из особенностей Сингапура – это его продвинутая система общественного транспорта. Здесь нет необходимости покупать специальную проездную карту. Вы можете просто использовать свою банковскую, прикладывая ее при входе и выходе, и система автоматически рассчитает стоимость поездки. А мы тем временем добрались к следующему месту. Покупать курсы по крипте, по мотивации, по организации, по... Все это фигня. Надо просто взять и 3 раза пойти вокруг, прыгая на одной ноге, с бубном вокруг вот этого... Кого не пускать в твое энергетическое поле, чтобы деньги были только твоими. Богатство. Вот. Чувствуешь? Я сейчас беру молдавскую копейку, я ее беру и освещаю в этом святом месте. Молдавская копейка. Сколько молдавских копеек здесь побывало? Не знаю. А можно вообще кидать? 3 миллиона. Прямо. А, можно. Да, можно. Там смотри, сколько копеек. Берешь и богатеешь. Все, я готова. Ну все, поехали, давай. Я магнит для денег. 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 Numele și-a schimbul și sunt tot să trăiți, să împloriți ca mere, ca pere și la mulți ani. Фонтан богатства. Кроссовки я помыл. Ноги ты тоже молодец. Ну все, не зря приехали в Силой Сингапур. святого места. Обогащаю тебя. Спасибо. Я не успел заснять, как ты кинула монетку. Пойдемте. Все, мы обогатились. Мы теперь обогащенные, богатейшие вообще, просто капец, какие богатые. Я стала богатой. Все, теперь что мы делаем с таким богатством? Идем эксчейндж деньги. Идем в обменный пункт. Поменяли, получили деньги и сразу пошли их тратить. 3 кофе с видом на фонтан богатства будет стоить где-то 9 сингапурских долларов. Взяли кофе и наблюдаем за следующими миллионерами. Они вот сейчас тоже там ходят и я магнит для денег, я магнит для денег. Никаких специальных ритуалов. Чисто помыть руки, 3 раза пойти, вот осветить свою даму и пойти дальше. Красавчик. Да, классную историю они все-таки придумали, а мы отправляемся дальше гулять по Сингапуру. Здесь невероятно все зелено. Куда мы идем? Мы идем в Сингапур Флайер, а.к.а. колесо обозрения.
Сингапурское колесо обозрения – это одно из самых высоких колес обозрения в мире. Есть выше в Дубае, но он не работает. За 40 сингапурских долларов вы не только подниметесь наверх, но и получите доступ к так называемой капсуле времени, где можно узнать больше об истории и развитии Сингапура. So, come get lost in time with me and let our adventures begin. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Мультяшная какая-то галерея. Ну, прикольно. Ну, весело, да. Калейдоскоп волк. Вау! Как красиво! Калейдоскоп еды. Вот это я люблю, вот это, и да, это хорошо. Вот когда я голодный, я думаю о идее. Вот это твои мысли. Да. О, хумус. О, давайте. Так, ну и чё? Подожди. Давай. Все. Юмба-юмба. Где мы? Вот мы. Вот это мы молодцы. Вот это мы достопримечательность. Нет, это не отражение. Андрей на ладошке. С Новым годом! С новым счастьем! Ну, давайте вернемся к колесу обозрения. Hello, thank you. Thank you very much. Поставим сюда камеру. Это наша капсула. Полный оборот колеса занимает примерно 30 минут. В это время можно интерактивно изучить город, либо данные о Сингапур Флайер, плавно поднимаясь на 165 метров выше земли и наблюдая невероятные панорамные виды. Каждая из 28 кабинок полностью кондиционирована, вмещает 28 человек, но обычно, как и нам, многим везет быть только в своей компании. Вот там мы были вчера на этих шоу цветных деревьев. Мне нравится, что у них даже на крышах все зелено. Интересный факт, в одной из кабинок даже проводятся ужины, так что вы можете насладиться изысканной едой с незабываемым видом, и это будет стоить вам 520 сингапурских долларов на 2 персоны. Поэтому, если вы любитель каких-то незабываемых ощущений, welcome! Да, все, мы на вершине. Праздничная музыка, потому что мы на вершине. Воодушевляющая, возвышающая музыка. Thank you. Тут, короче, подарочки. Нам пытались пихнуть нашу фотографию. Нам предложили просто любезно диджитал-версию, короче, электронную версию, которую ты просто скачиваешь, как будто я сам могу сделать себе фотку, селфи в кабине твоей. Ладно, $30. $35 это печатная версия, но есть промо-акция, $50 и то, и другое. Здесь что интересно, из-за того, что тропический климат и постоянно идут дожди, то тут, где тротуар, всегда есть крыша над головой. Если на секунду прислушаться, вы можете услышать вот эти глубокие звуки моего живота, который хочет кушать. Мне Человек, нравится, который когда не я завтракает. пытаюсь что-то снять, Андрей обязательно должен зайти с каким-то комментарием. Вам не Вот. включается блогер. Очень важно. Так вот, я про то, что вот везде вот крыша. Сколько мы идем? Под навесом. Под навесик, если будет дождь. Вот дальше тоже. Поэтому в целом, даже если сезон дождей, а он сейчас якобы считается сезон дождей, то мы не намочимся. Ну, по крайней мере, вроде бы так должно быть. Я блогер. Все. Персональная Вы наблюдаете. блогер. Я блогер. Всем привет, я блогер. Как тут красиво. А вот здесь мы ездили, вот на
Это... Оу, Сейчас мы добрались в одну из самых колоритных и живописных районов Сингапура – Чайнатаун. Это место, где история встречается с современностью, создавая уникальное сочетание культур и традиций. Мы идем в храм Зуб Будды. Какой именно? Какой зуб? Да. Мудрости, скорее всего. Хорошо. Это ж Будда. Это храм Будды Зуба Реликвии. Это важное место для буддистов со всего мира. Давайте окунемся в эту атмосферу. Чайнатаун в Сингапуре – это не просто туристическая достопримечательность, это живой организм, который дышит историей и культурой. Рынок Чайнатауна – это место, где можно найти все, от традиционных китайских лекарств до сувениров и уличной еды. Это место, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Чайнатаун, как и многие другие подобные районы в разных странах, возник в результате прибытия и оседания китайских мигрантов. История Чайнатауна в Сингапуре уходит корнями в начало 19 века. Но мы так далеко уходить не будем, делаем маленькую паузу и переходим к следующей локации. Это Speaker's Corner – место для свободы слова и общественных выступлений. Здесь каждый может выступить с речью или провести мирную демонстрацию, но для участия необходимо быть гражданином Сингапура или постоянным жителем. Да, в Сингапуре много правил и ограничений, но, возможно, именно это и делает его таким, какой он есть. Давай мы снимем вот этот просто вот элемент птички. Говорят, если туда пальчик засунуть, деньги будут. Да, наверное, пришло время познакомиться поближе, и мне нужно предупредить, что иногда у меня странное чувство юмора, но эти дурацкие шутки делают наше путешествие веселее, и это все-таки влог. Я хочу запомнить это все, как было. Главное, чтобы это не был памятник котятам, которых топили в этой реке. Не топите котят. Детям, утопленникам. Это памятник детям, которые прыгали в реку, где сказали не плавать. Да? Да. Давай фоточку Шарик. заметим. Одна из первых вещей, которую вы заметите в Сингапуре, это исключительная чистота и порядок. Все это благодаря строгим правилам. От запрета на жевательную резинку до строгих ограничений на курение и употребление пищи в общественном транспорте. Все эти меры помогают сохранять город в идеальном состоянии. Прогуливаясь по таким ухоженным улицам, мы направились к следующему символу города. Вот сюда. Мерлион парку. И отсюда, кстати, тоже видно Марину Бэй. Говорю Андрею, надо посмотреть на Мерлиона, это который лев, русалка, типа Мерлион, неважно. И говорю, надо его посмотреть, потому что зря побывали в Сингапуре. Under construction. Зря побывали. To be continued. Ты сфоткай, я его прифотошоплю потом. И вот это достопримечательность в миниатюре, которую Саша так сильно хотела увидеть. Да, получилось так, что именно в этот раз она была на реконструкции, но ничего страшного, долго мы не расстраивались и направились в следующее место, Level 33, самая высокая городская пивоварня в мире. Предлагает не только различные сорта крафтового пива, но и потрясающие виды на город. Level 33. Помимо красивых видов, пивоварня уникальна тем, что весь процесс производства пива осуществляется прямо здесь, на высоте более 150 метров над уровнем моря. Мы попробовали пиво и 2 коктейля, стоило это 82 сингапурских доллара. Правда, пока мы тут сидели, погода вспомнила, что в Сингапуре вообще-то сезон дождей. Это как будто дождик начинается. О, прям сейчас и начался. Стало немного хмуро, но мы идем дальше смотреть интересные места, и это магазин Apple. А под дождик мы все-таки попали.
Жизнь как будто в фильме. Смотрите, инсталляция. Еду с Самсунгом смотреть Апли. Апли, оп, и мы в Апле. Достопримечательностью это не назовешь, хотя часто отмечают, что это первый в мире магазин Apple, полностью расположенный на воде. Мы сюда пришли с целью спрятаться от дождя, а также полюбоваться городом изнутри этой сферы. А к этому месту мы вернемся в другой, более солнечный раз. Сейчас у нас вечер, а значит время вечернего лазерного шоу. У нас новый день, новая поездка. Куда мы едем? Сентоса. Добираемся мы уже знакомым нам методом, автобусом. На машинах здесь ездят только миллионеры, так как стоимость владения автомобилем здесь очень высокая. Обычная машина может выйти в 3-4 раза дороже после учета всех налогов, споров и разрешений. Но вернемся к Сентозе. Добраться можно несколькими способами. Самый популярный это Сентоза Экспресс. Билет стоит около $4. Также можно воспользоваться канатной дорогой, которая предлагает великолепные виды на город и залив во время поездки. Поездка на канатной дороге обойдется примерно в 35 сингапурских долларов. Сентоза, когда-то стратегическая военная точка, теперь превратилась в одно из самых популярных мест. Этот кусочек видео дань прошлому, потому что мы с Кристи, когда были здесь первый раз, это было где-то 4 года назад, из-за выпусков «Орла и решки». Мы, конечно же, посмотрели «Орел и решка» и другие обзоры на Сингапур перед тем, как сюда приехать. И «Орел и решка» по традиции, они прячут $100 в бутылочке. И мы с Кристи решили, мы должны точно их найти, потому что последний выпуск, третий, они выпустили буквально там за недели-полторы до нашего приезда в Сингапур. И первую бутылочку они спрятали на Палаван-Бич, вот здесь, в 2012 году, а мы ее искали, когда получается, в 2019. Естественно, там ничего не было. Остров Сентоза – одно из самых любимых мест для отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Этот остров предлагает множество развлечений и приключений для каждого посетителя. А также Сентоза известна своими прекрасными пляжами. Пляжи открыты для посещения бесплатно, так же, как и многие другие природные тропы и парки. По ощущениям, здесь можно было бы снимать рекламу Баунти. Да. Сашкин блог ворвался. Я. Сейчас начнется реклама авиасы. И с вами дошли до точки, нужной нам точки. Это мост. Мост, который ведет на небольшой островок, заявляющий о себе как о самой южной точке континентальной Азии. Находится это место на Палаван-Бич и выделяется как раз таки из-за подвесного моста и панорамной башни. Идем покажу, где орел и решка впервые спрятали бутылочку. Перед тем, как мы отправились в это место, сначала погуляли по острову немного, поднялись на башню, любовались видами.
Это место рай для любителей фотографий и тех, кто ищет спокойствие среди живописных пейзажей. Андрей показывает мне место, где орел и решка спрятали. Вау, бутылку с деньгами. Они прям хорошо спрятали. Там? Да. Мы с вами можем наблюдать редкие кадры, как островная белка вверх ногами. О, летающая белка. У нее рыжий животик, черная полосочка и длинный хвостик. И она сейчас делает. Интересно то, что здесь бродишь как по джунглям и находишь разные интересные штучки. Например, красивые виды или табличку «Не входить». Но там красиво. Там есть интересная статуя, но получается к ней не пройти. Сейчас я ее покажу с другого ракурса. Эта статуя является частью художественного оформления островка и создает интересный визуальный акцент для посетителей. Статуя делает островок популярным местом для фотографий среди туристов. А мы тем временем полностью обошли его и пошли исследовать дальше Синтосу. Смотри. Чтобы нас не было видно. Супер. Ты сняла вот этот момент? Я Перед не нами сняла их. Я сняла. Фоткались люди, и мы специально спустились низко, чтобы нас не было видно, чтобы не было прям инстаграмная фоточка. Рядом с этим мостом есть еще один пляж. Идеальное место для семейного отдыха, солнечных ванн и просто покачаться и расслабиться. Так, необычно. Так интересно снимать, когда мы одинаково качаемся. На этом тема пляжа закрыта, мы отправляемся дальше. На острове есть возможность передвигаться бесплатно с помощью вот таких вот автобусов. Они ездят по кругу весь день. Thank you for your cooperation. Катаюсь и балдею. Я именно это и ждал. Мы уехали в какую-то там тропическую страну, что песочек, там пальмы, кокосики, всякие там разные деревья экзотические. Здесь поднавесы, которые прячут тебя от дождя, еще более красивые, потому что они... Остров очень красивый и зеленый. Синтоса — это место, где природа и модернизм сосуществуют в гармонии, а каждый уголок полон удивлений и приключений. Здесь вы также можете найти экстремальные развлечения, как прыжок с тарзанки и многое другое. Но мы, в свою очередь, направились в локацию, где, как нам показалось, должны были быть бабочки. Здесь не бабочки. Тут чуть-чуть бабочек я нашла все-таки. Сюда стоит зайти просто, чтобы их все перенюхать, все 125 запахов. A few moments later. Фу, вонючая херня. Гуляли мы в поиске бабочек, но бабочек там не оказалось. Там оказался магазин с продажей парфюмов. И мы все-таки взяли парфюмы, хотя мы вообще не планировали туда попадать. Но там была акция, 2 берешь и 1 в подарок. Мы не могли удержаться. А сейчас мы поедем на поезде обратно, практически как мы возвращались. Там есть один парк с аттракционами. И сейчас мы туда направимся.
Эта зона посвящена Universal Studios, но здесь также можно найти и другие развлечения в виде различных тематических выставок, музеев, локаций для прогулок и фотографий, различные торговые точки, кафешки, ресторанчики. Здесь можно очень классно провести время. Остров также является домом для Universal Studios, где посетители могут погрузиться в мир кино и развлечений. Вход стоит около 80-90 сингапурских долларов, и парк предлагает множество аттракционов, шоу и тематических зон, вдохновленных известными фильмами и сериалами. Которая захватила наше внимание, это магазин Лего. Здесь и миниатюры достопримечательностей Сентосы и даже всего Сингапура. И хотя бы здесь Мерлиона достроили. Довольная Лыва, потому что Сашка нашла своего Мерлиончика. Это те деревья, да. Это колесо, где мы были. Да. А это я хочу домой. Да, лучше не трогать. Я уже себе представил, как он рассыпался. Да, эта зона тебе идеально подходит. Что? Показывает телевизор. И он может видеть, что внутри. Сейчас мы зайдем. Ты прикинь. What? Я сейчас другу покажу. Ё-моё. Офигеть. Стрелы глаза. Интересно, он опять рукой хлоп? Так не... А ты думаешь... Я знаю, Костян. Так, давай, хорош мне. Попроси у него помощь. А покрути ее. Он тоже возмущен, как и я. Мы говорим на разных языках, но матернулись мы одинаково сейчас. Все, наконец-то. Кажется, я понял, как эта херня работает. Круто, круто. Оно так подвинь. Ух ты, вообще. Вот это AR. Этих людей сзади. Вижу. Они тоже Это как, полнейшая материя. это как мы первый раз. Спасибо тому китайскому мальчику. Лего — это полный восторг. На Сентосу можно свободно выделить целый день. Здесь каждый найдет что-то для себя, будь то поклонники адреналиновых развлечений, любители пляжного отдыха или исследователи подводного мира, либо просто полюбоваться видами и скульптурами. Но наше приключение на острове подошло к концу. Пока, остров Сентоса. День на острове был супер насыщенный. Мы с самого утра нашагали больше, чем за предыдущий день. Зато теперь мы переходим к следующей локации, где можно найти нечто особое. Это хокер-центры, удостоенные звезды Мишлен. Да, вы не ослышались. Именно здесь вы можете попробовать блюда мирового уровня за совсем скромную цену. Эти точки общественного питания известны своими изысканными кулинарными творениями. Мы попробовали рис и лапшу с уткой в соусе. Стоило это около 10 сингапурских долларов порция. Место находится также в садах у залива, где можно прогуляться. Несмотря на то, что мы уже здесь были, гулять есть где. Сам парк охватывает более 101 гектара земли, и здесь можно увидеть все достопримечательности. Сингапур — это не только город будущего, но и пример удивительного баланса между городской застройкой и зелеными насаждениями. Здесь высокие небоскребы уютно уживаются с тропическими садами, создавая уникальный городской ландшафт. Этот баланс достигается благодаря осознанной политике городского планирования, целью которого является создание города в саду. Поэтому и так ограничено с личным транспортом здесь. А на этом наш день заканчивается.
Сегодня наш день начался с поездки на метро. Выходишь здесь. Такая красота. Невероятно красиво, невероятно интересный опыт, потому что все зеленое. И камеры. Да, камер здесь много, даже очень много, но это и делает Сингапур одним из самых безопасных мест в мире. Сейчас мы пришли на это место, где обычно мы бывали только вечером, и все кувшинки были закрыты. А сейчас здесь такая красота. Я вам еще раз покажу кувшин. Удобно еще в Сингапуре, что в целом все достопримечательности всегда рядом с Марина Бэй. Невероятно красивый Сингапур. Со всеми своими прелестями, большими небоскребами. Пруд с кувшинками, который привлекает взгляд своей естественной красотой и спокойствием, находится у здания Музея искусств и науки. И для Сингапура это не просто красивое место для прогулок, это символ того, что они уважают и ценят природную красоту на фоне городской суеты. Здесь очень любят активный вид жизни, но помимо этого здесь есть вот такой вот музыкальный уголочек. Вау, ты создаешь магию реально. Вот так вот время мы проводим в Сингапуре. Идет дождь. Диджей Эндрю, птицы просят раскачать танцпол. Птичкам понравилось. Все 4 дня, которые мы были в Сингапуре, когда мы были в Молдове, по прогнозу погоды передавали дождь. 100% постоянно каждый день. Вот сегодня уже 3-й день, и вот сейчас моросит дождик, и это считается сезоном дождей. И в целом он немножечко идет, потом перестает. И даже сейчас, когда он идет, это не так неприятно, это даже более освежающе, потому что все-таки достаточно жарко было гулять. И сейчас, когда на тебя капает дождик, такая приятная атмосфера создает. Или я не знаю, или просто как можно здесь не радоваться. Я не знаю. Вот она. Кстати, здесь парк, где достаточно много достопримечательностей в виде деревьев, потому что даже деревья имеют таблички, что это за дерево, как его зовут и все такое. Здесь есть те деревья световые, которые я вам показывала в первый день. Марина Бэй. Марина Бэй, ее видно везде. Также здесь есть самая длинная в мире статуя. 100, сколько-то там, 100, неважно. И она считается якобы самой длинной статуей в мире. Но я с этим не согласна. Потому что выглядит она следующим образом. Вот она. И она идет вот туда, заворачивает и идет ниже. Но она все-таки не целостная, потому что все-таки зазорчик есть. Так что можно к этому придраться. Не называйте это самой длинной скульптурой. Вот, короче. Скульптура самая большая в мире, 192 метра. А затем начался более сильный дождь, но мы как раз и пришли, куда планировали. Здесь есть несколько вариантов, как можно провести время. Мы выбрали посетить Flower Dome и Cloud Forest. Билет стоит 53 сингапурских долларов, и вот мы здесь. Все двери открыты.
Это не просто оранжерея, а настоящее чудо архитектуры и ботаники. Мы словно перешагнули в другой мир. Здесь собраны тысячи различных растений со всего мира, начиная от цветов и от древних оливковых деревьев, которым более 1000 лет, до редких видов кактусов и баобабов. Эти растения не только украшают сад, но и рассказывают историю о биоразнообразии и адаптации растений в разных условиях. Каждый уголок здесь – это визуальное наслаждение. Внутри купола поддерживается умеренный и сухой климат, что позволяет поддерживать идеальные условия для каждого растения, создавая иллюзию путешествия по разным уголкам земного шара. Единственное, здесь немножечко холодно. Я впервые замерзла сюда, но безумно красиво. Здесь на самом деле очень много таких растений, которых даже невозможно было бы когда-то в жизни представить. Прекрасное место, супер описывает Сингапур со всем его разнообразием. Flower Dome занимает внушительную площадь в 1,2 гектара, что делает его одним из крупнейших стеклянных тепличных садов в мире. Различные секции сада демонстрируют уникальные экосистемы и ландшафты. Посещение Flower Dome – это не только возможность увидеть удивительные растения со всего мира, но и шанс испытать чудо, когда природа и человеческое творчество объединяются для создания чего-то поистине великолепного. Это место не только для любителей ботаники. Тут каждый может ощутить себя частью большой и удивительной природы, находясь в самом центре городского мегаполиса. Еще одна вещь, которую я бы сказала, прям обожаю в Азии, здесь очень развита культура фотографий. Если кто-то фотографируется, например, я поставлю телефон и буду фотографироваться, то все будут ждать, пока я не закончу, и только потом пройдут. И так же, как бы и мы тоже делаем. Если кто-то фотографируется, мы не мешаем. И в этом плане здесь очень все культурно, потому что, несмотря на то, что мест, где фотографироваться хочется много, и красоты здесь тоже, просто на каждом угле, на каждом углу. Такие тупые ошибки делаю, как будто я не знаю, на каком языке разговариваю. Так вот, хочется фотографироваться на каждом уголке, но все равно нет очереди или нет какого-то негатива здесь. Все просто немножечко подождут своего часа и блеснут своими фотогеничными талантами. Каждый сезон Flower Dome – это новое зрелище. Монголия, мы. Сад регулярно обновляется, предлагая посетителям различные тематические выставки и фестивали цветов, что делает каждое посещение уникальным. Был супер сильный ливень, а теперь опять солнце. Голубое небо. Такие красивые цветочки. Я там увидел очень красивый цветочек. Сейчас тебе покажу. Из фильма «Барби». Мне это нравится теперь. Андрей с его любовью к ароматам тоже одобряет этот сад, поэтому рекомендуем посетить. А мы переходим в следующий купол, он называется Cloud Forest и встречает нас таким шикарным видом. Это тепличный комплекс высотой 35 метров, который некоторыми локациями переносит на сцены из фантастического мира Аватара и дает наполниться его энергией. С энергией, ты шо? Начинаются Звездные войны. Парк предлагает более интерактивный вид отдыха. Здесь, например, можно увидеть тень своего аватара. А он меня перепутал с какой стороны. Непонятно.
Занимая площадь около 0,8 гектара, Cloud Forest является домом для более чем 60 тысяч растений, воссоздавая экосистему тропических горных районов. Он действительно просто огромнейший. Здесь невероятно много, опять же, растений и различных каких-то интерактивных штучек, развлечений, где ты можешь поиграть со своей тенью, если бы ты был аватаром. Разные фонтаны, бассейны. В целом Сингапур реально для меня, по крайней мере, славится тем, что из практически каждого уголка они пытаются сделать какую-то достопримечательность или какую-то красоту, где можно смотреть в любую сторону, и ты увидишь что-то невероятно красивое. И ты даже не сразу замечаешь, куда смотреть, потому что куда ни глянь, везде какая-то красота, везде что-то для тебя новое. И некоторые места действительно нужно проходить по несколько раз, потому что можно что-то пропустить, а за такие деньги лучше это не пропускать. Но здесь различные активности. Вот буквально я сейчас снимаю минуту 20, и мы уже столько всего увидели, а сейчас мы пришли в зону, где ты можешь сделать себя аватаром. Ну, что интересно, там, кстати, когда стоишь в очереди, там в зависимости на какой линии ты стоишь, там показано, сколько придется ждать. То есть, если ты стоишь где-то на середине очереди, то это плюс-минус 15 минут. Если ты уже ближе к концу, то это будет 30 минут. И так удобно понять, стоит ли тебе вообще ждать или нет. Но как это? И практически всегда видно Марину Бэй. Как я и говорила, Cloud Forest является домом для огромного количества растений, включая редкие виды орхидей, папоротников и многих других растений, которые редко встречаются в других частях мира, зато можно найти в этом куполе в Сингапуре. Купол Cloud Forest сделан из стекла и стали, что создает идеальные условия для поддержания прохладного влажного климата, характерного для горных тропических лесов. Также здесь есть один из самых высоких водопадов в помещении. Вода падает с высоты 35 метров, создавая прохладный микроклимат и увлажняя растения, создавая впечатление настоящего тропического леса. Прогулка по мостам и тропам Cloud Forest напоминает прогулку по волшебной стране, где каждый уголок и каждое растение кажется частью невероятной фантастической истории. Это место похоже на волшебный мир, созданный для вдохновения и обучения, где границы между реальностью и фантазией стираются, оставляя незабываемые впечатления. Давай фоточку делаем. Можете тоже отсканировать наши подписчики и скачать фотку с тага. Давай сделаем ангелочка. Ангелочка? Да. Давай попробуем. Сейчас, давай, попробуем. Не-а. Отлично, гениальная идея, Саш, спасибо. Наша энергия соединилась.
закончили мы на сегодня развлечения или нет? Не знаю, да, смотри, там еще какая-то зона. Мне кажется, я просто еще этажом выше думал, что все, мы уже на финишной, но нет. Ой, эти листья опять. Смотри, как они красиво выглядят. Вау. Имя на фоне этих листиков. Я не знаю, видно их или нет, но красота. Это было неправда, что это был конец, так как тут все еще продолжение. Теперь можно посмотреть на различные растения через увеличительное стекло. Ну, погромче, я тебе говорю. Мне понравилось. Я бы по второму кругу пошел. Не, у меня уже ноги все горят. Я уже чувствую вот это ощущение, когда вот ты ноги отсидел, они у тебя онемели, ты встаешь, и они у тебя колят полностью от и до, потому что кровь обратно к ним приливает. Устал ходить. Окей. Но я бы пошел, знаешь, куда? Куда? Покушать. Куда? Покушать. Куда? А, покушать? Куда покушать? Ну вот рядом с нами этот Мишленовский. А, ну мы, скорее всего, туда и пойдем. Ой, да, вспоминайте сочные уткины попки. В целом можно было догадаться, что конец будет, когда мы попадем в магазин. Мы идем кушать, и, наверное, на сегодня наши приключения закончены. Уже несколько раз говорю, это конец, но оказывается, что это не конец. На выходе мы попали на маленькую выставку из переработанных материалов. Сейчас это уже точно конец. И пока мы были на всех этих наших мероприятиях, уже закончился дождь. В целом, местами даже уже сухо. Здесь мы были, и там мы были. Я думаю, сейчас это уже точно на сегодня все. И встретимся, наверное, либо в новом дне, скорее всего, в новом дне, когда завтра мы будем отправляться в следующую точку. На следующий день мы попрощались с нашим видом из отеля и Сингапуром, который продемонстрировал нам, как можно гармонично сочетать высокие технологии и уважение к природе, создавая уникальный образ жизни. Ну а мы тем временем собрали вещи и отправились дальше. Это было мое первое видео, я правда очень старалась и буду благодарна вашей поддержке, как говорится, в виде лайков и подписки, и пожалуйста поделитесь этим видео с вашими друзьями и знакомыми. Если вам понравилось, то увидимся в следующем видео, пишите в комментариях, как вы думаете, откуда будет следующий влог. Ну а на этом спасибо за просмотр, пока-пока!